С вами Прима Кафе, и сегодня мы поговорим о видах кофейных напитков и как они называются. Первый кофейный напиток – эспрессо. Давайте его приготовим. Первая эспрессо-машина была изобретена в Италии, вот поэтому и пошли все итальянские названия. Эспрессо – это кофейный напиток, 30 мл воды, 30 секунд экстракции. Частенько, когда итальянец заказывает эспрессо, ему подают, или кафе, ему подают именно вот так вот. Это 30 мл воды и вот такие вот крема. Когда же итальянец приходит и говорит эспрессо маккиато, это означает эспрессо с пятнышком. То есть предполагается, что он хочет его немножко смягчить, чтобы не было столь выраженного кофейного вкуса. Просто это берется вот кофейная пенка и добавляется вот слегка вот так. Делаются такие вот пятнышки. То, что маккиато с итальянского переводится как пятнышко. Вот, это ни в коем случае не подразумевается, что эспрессо с добавлением такого же количества молока. Маккиато это вот это. Слегка смягченный. Мы уже поняли, что эспрессо маккиато это эспрессо с добавлением пятнышка молока. Что же такое латте маккиато? Латте маккиато это наоборот. Молоко с добавлением кофе. То есть, когда мы делаем латте, мы в молоко вливаем кофе. Ну, давайте сделаем. Готовим эспрессо. И отдельно взбиваем молоко. Это сейчас мы взбиваем, а раньше, когда только появилась латте, они выливали просто молоко холодным. Латте с итальянского это молоко. Поэтому, например, если говорить, как правильно, латте или латте, с итальянского правильно латте. И если, например, в Италии прийти в кафе и заказать латте, скорее всего, вам просто нальют молоко. Для них латте – это латте маккиато. То есть это молоко, и уже сверху добавление эспрессо. И как видите, сверху получаются такие пятнышка. То есть оно возникло, когда человек приходит и говорит: сделайте мне молоко, но немножко добавьте вкуса кофе. Латте маккиато. Сейчас оно подается в такой стеклянном стаканчике, чтобы можно было видеть, как молоко расслаивается. Вот. И получается вот такое. Вот это вот латте. Латте маккиато. Иногда мы можем слышать такое название, как ристретто. Ристретто – это маленький эспрессо, сокращенный. Как мы его делаем? Мы делаем как и эспрессо. В ристретто добавляем такую же закладку, как и на эспрессо. Это 8 грамм. Туда не идет меньше кофе. Кофе идет также. Темперуем. Подливаем водичку. И включим. Если же экстракция на эспрессо длится примерно 30 секунд, на ристретто в 2 раза меньше. То есть мы преждевременно выключаем подачу воды. И
И, возможно, много кто думает, что в ристретто содержится больше кофеина. На самом деле это не так. Вот именно в ристретто содержится кофеина на более меньше. То есть иногда тоже, сейчас расскажу сразу за другой напиток, в Италии говорят кофе-латте. Кофе-латте это кофе с молоком, потому что кофе это кофе, латте это молоко. То есть кофе-латте это в принципе наше такое эспрессо с молоком, когда молоко добавляется вот это вот кофе с молоком. Кофе-латте. Такой самый популярный напиток капучино. Опять же делаем эспрессо. Именно этот напиток капучино, он стал возможным только после изобретения эспрессо-машины. Делаем эспрессо в большую чашку. Для капучино очень важны крема кофейные, чтобы можно было рисовать на нем. Вот поэтому эспрессо очень важная составляющая капучино. Взбиваем молоко. Размешиваем молочко. И вот такой момент. Эспрессо у нас в чашке, а молоко мы потом вливаем. То есть таким образом кофейный вкус, он доминирует. Вот одним из таких нюансов, чем отличается капучино от латте, это тем, что капучино это более кофейный напиток. То есть сначала идет кофе, потом молоко. А латте наоборот, более молочный напиток. Сначала идет молоко, а потом кофе. Сейчас мы приготовим лунго. Опять же делаем эспрессо. Темперуем. Проливаем. И включаем кнопочку, которая сама автоматически не отключается. В чем же разница эспрессо обычного от лунго? В лунго в 2 раза больше воды, которая протекает через группу. То есть кофе вываривается больше и, соответственно, в лунго больше кофеина. То есть бариста уже сам определяет, когда ему надо отключить аппарат. Примерно это 60 мл, можно чуть-чуть меньше. Отключаем. Вуаля! Лунго готов. И еще один кофейный напиток, который называется допио. Допио с итальянского это двойной. То есть мы берем холдер сразу на 2 напитка. Набираем сюда кофе. Темперуем. То есть, ребята, вот это получается, если готовить в отдельные чашечки, будет 2 эспрессо. Или 2 капучино. Или 2 другого латте, другого кофейного напитка. То есть здесь же мы готовим это все в одну чашечку. Потом эспрессо 30 мл воды. В допио же 60 мл воды, так как здесь находится 2 эспрессо. То есть мы смотрим, пока наберется 60 мл воды. Вот, пожалуйста. В этой чашечке 2 эспрессо, то есть допио, подвійне эспрессо. Разница между лунго и допио в том, что в лунго одна закладка кофе,
В допио 2 закладки кофе, то есть кофе идет в 2 раза больше, но так как здесь проваривается дольше, кофеина здесь больше, здесь тоже кофеина как на 2 кофе, здесь же кофеина как на 1 кофе и с половинкой, скажем так. Если же вы выбираете, какой кофе вам выбрать, лунго или допио, я советую допио, потому что вкуснее будет. Еще в Италии есть такой вариант, как кофе коретто. Это как бы исправленный кофе. В такой кофе добавляется какой-то алкоголь. У нас нет алкоголя в кофейне, но, например, представим, что вот это у нас амаретто. Вот в Италии очень часто добавляют разные виды амара, амара феннет, егермастер, виды граппы, самбуку иногда. То есть как бы в обычный кофе добавляют немножечко алкоголя, так корректируя его. И сюда тоже добавляют. И будет утро добрее. Лучше. Главное за руль не садиться. Итак, мы приготовили все вышеупомянутые напитки. Я, пожалуй, угощусь капучино. А какой твой любимый напиток?